Или я мог заснуть, проснуться и продолжать видеть тот же самый сон досматривать. Может быть, я действительно болен. Я понял, что если его выложу, люди просто подумают, что я ебанутый наглухо. И все, вот у тебя сейчас жопа, да? Да. Всем привет, я Наташа Ви. И Юрий Ви. Из сказки для криков. Недавно я записывала видео про психотерапию и как она помогает в карьере, и там я мельком упомянула Юрины проекты, и довольно много людей ими очень заинтересовались, просили ссылку на Твиттер. И мельком упомянула психотерапию. В эпизоде про психотерапию. Ну да. Вот. Но, в общем, да, несколько человек прям нам написало про Юрины проекты, поэтому мы решили сделать про это отдельный выпуск. Я решил. Юра решил, да. Ну, рассказывай. Ну что ж, дорогие подписчики, не только. Рассказывать буду с самого начала, пожалуй. Постараюсь сильно не углубляться в детали, чтобы вас не испугать лишний раз, наверное. Я работал в Литве проект-менеджером. 2017 год это был. И мы делали мобильные игры для детей. Уже было произведено 5 или 6 проектов. Когда я в какой-то день проснулся и понял, что я видел какой-то совершенно невероятный сон. Я думаю, ну, бля, бывает, классно. Какой-то очень яркий сон увидел. Потом я... Это был первый какой-то очень необычный 16-й год, это был конец 16-го года. Не, я имею в виду сон. Что за конкретно сон, я от души не помню. Ну, в смысле, он тебя впечатлил какой-то Он красочностью? меня или чем? впечатлил тем, что я как будто бы в нем находился. Мне обычно сны какие-то такие бленд снились, Мгм. ну, как обычные люди, наверное. А тот сон был какой-то, ну, уж больно какой-то запоминающий. Не запоминающийся, а интригующий и вовлекающий меня. Мгм. Окей, типа хуй бы с ним, ну, бывает. Интересно. Потом я опять засыпаю в следующий день, и мне опять снится какая-то ебанина. И это продолжается, ну, неделю. И меня это натолкнуло на мысли, что со мной, блядь, происходит, во-первых, и какая-нибудь там не опухоль в мозгу начала расти, или еще что-нибудь. Я сделал МРТ, опухоли нет. Вот, но потом, через несколько лет после этого. Вот. Но я, в принципе, стал ощущать, что я все время думал, что у меня с фантазией проблемы, и я, в принципе, человек, который далек от фантазии. Мне сложно было что-то придумать. Да? То есть на работе, например, геймдизайнерская задача была, я мог сидеть, напряжно думать, что-то мне должно прийти в голову к этой идее, да? Она не приходит. Мог 2 часа лежать и сконцентрироваться и думать, и засыпал. Видимо, не очень меня это работало. А тут мое подсознание мне какие-то картинки начало подсовывать интересные, да? И я не ожидал, что такое возможно. Начал все больше и больше думать о своих снах, анализировать их. Мгм. В плане не то, что, да, это, наверное, связано с травмой детской. Нет, в смысле просто, что там происходит во сне. Мгм. Непосредственно во сне, что происходит. Начал это записывать, да, То есть ты запоминал, что у тебя происходило во сне, и как-то додумывал еще дополнительно? по сути. Ну, Мгм. то есть не то, что дополнительно додумал, я хотя бы пытался вспомнить, что там было. Мгм. И делать это какую-то меняемую историю, да. Ну да, прикольно. Ну, кстати, мне кажется, ты немножко лукавишь, когда говоришь, что до этого ты не был там совсем креативным и думал, что, ну, может, ты правда думал, что у тебя нет фантазии, но на самом деле, мне кажется, вот, допустим, когда мы начинали встречаться, там постоянно какие-то письма писал, Ой, в делал смысле, какие-то планы. да, нет, все так и было. До того, как я начинал встречаться с Наташей, я, типа, довольно плодовитый на всякую такую романтическую хуйню был. А потом, когда мы с Наташей начали все больше встречаться, я понял, что с ней это вообще не работает. Я перестал. Она во мне убила всю креативность на какое-то время. Своим отрицанием всего этого. Через какое-то время вообще сказала, что все, что я делал, было говно какое-то. Не очень интересное. Ну, не так я сказала. Как кринж было. Ну, вообще, какой-то кринж, блядь. Ну, немножко бывал Ну кринж. вот, Но я бывало пом- прикольно. Ну, было прикольно, но в основном кринж какой-то я ебаный делал. Ну, и это не совсем... Ну, я тебя не обвиняю, просто так оно как было, Ну, так и я было, понимаю, всё. да, я, наверное, была Вот. слишком практичным человеком, особенно в то время. Да, ну и вот. А тут на меня как-то нахлынуло все это. Я начал погружаться в свои сны. На утро я там мог увидеть сон, заснуть, увидеть новый сон, заснуть, увидеть новый сон. И так могло продолжаться, не знаю, несколько раз. Или я мог заснуть, проснуться и продолжать видеть тот же самый сон досматривать, как будто вышел в туалет или там попить, а потом обратно досматривать. Ну, то есть интересно, иногда да. я ходил в туалет, иногда я ходил попить, ложился и продолжал видеть сон. Я не знаю, как это работает.
Я Не, ну не такое у меня нейробиолог. бывает. Просто, видимо, у тебя было постоянно, ты каждый день запоминал эти сны, Ну, и они да. были яркие, красочные, Вот, и да. вот это вот работа над снами, ну, то, что я удивился, ну, то есть от снов я не могу убежать, правильно? То, что они все равно снятся. А то, что я с ними делал, это как бы побочный эффект моего этого, так сказать, моей креативности, да? То есть у меня не было цели развить креативность, а просто мне было интересно, что там происходит в моих снах. Просто такие невероятные сюжеты мне снятся, да? И чем больше над этим работал, тем больше у меня думалка работала по поводу чего-нибудь придумать в жизни. Моя фантазия стала более живой. Мгм. Я мог, например, задремать с слегонца чуть-чуть, да, и начать видеть сон сразу же, как будто rapid eye movement наступала, фаза сна, легкая фаза сна, да. Меня в какой-то момент даже начинало это волновать. Не началась ли у меня какая-то болезнь? Помимо опухоли, есть другие болезни. Там, например, я ложился спать днем много спал днем. Я думал, не нарколепсия ли это часом. Но это было уже в период, когда у тебя была депрессия, это был симптом депрессии. Не только. Нарколепсия, как я думал. У меня тут вот думал, нарколепсия случалась и другие моменты. Я узнал, что это не нарколепсия только после того, как я сделал анализы сна, дневного и ночного, исключил полностью, и начал заниматься психотерапевтом. Когда мне сказали, что это, скорее всего, связано с тем, что у тебя просто мозг перезагружается из-за твоего стресса, и типа ты просто отрубаешься, у тебя не хватает энергии все это дерьмо переварить, и мозг тебе говорит, да, иди-ка, отдохни, браток, заебал. Вот. Может быть, я действительно болен чем-то, просто я не знаю чем. И специалисты, с которыми я общался, мне дать однозначно ответа не могут. МРТ нормальный, сон нормальный, все нормально. Типа, если у тебя беды с башкой, то мы не знаем, какие конкретно у тебя беды с башкой. Но меня все устраивает. Тем более, я не violent. Вот. Меня это отлично все устраивает. Жизнь не мешает. Жизнь не мешает. У меня яркие сны, яркие фантазии. Да, до сих пор, кстати, же яркие сны. И они, может быть, аффект мой муд, мое настроение с утреца или там какую-то часть дня, когда я увидел, что действительно разъебывающе неприятное. Но это и хуй бы с ним, как бы. Вот. И вот, значит, все это я вижу. И у меня начинает копиться некое количество идей, да? А потом эти идеи начинаются как горшочек вари, и они начинают просто захватывать меня полностью, да? Я понимаю, что я могу придумать историю практически от начала и до конца. Не всегда хорошо получалось начало и конец истории, а в середине там все проблем было. Но я четко могу придумать начало, завязку историю, премисис и конец, как закончится история. И там посередине какое-то путешествие вставить. А у тебя все истории основаны на снах, или ты начал уже потом придумывать отдельно? Я тебе говорю, сны это просто как катализатор был. Okay. А потом я уже стал все больше и больше фантазировать и придумывать истории для себя, просто вот придумывать их. И бегаю там, или иду куда-то, в душе стою, я там могу взять одну идею какую-то, да, и на нее несколько слоев наложить. Например, какую-то болезнь, интересную болезнь, редкую, да, и взять эту редкую болезнь, дать какому-то персонажу, наделить этого персонажа какими-то некими чертами, какой-то предысторией и засунуть его в новую историю. Новую, ну не новую историю в смысле, а в новые условия для него, да. Например, не знаю, человек, который болеет редкой болезнью спящей красавицы, синдром Кляйна-Левина, попадает в ситуацию, когда по его вине умирает его жена, которая помогала ему бороться, ну не бороться в смысле, а жить с этим синдромом. Это реальный синдром. Спящая красавица, можете погуглить. Из-за того, что у него жена по его вине умерла, ну, он думает, что по его вине. Он не может справиться с виной. Думает, что он подтолкнул ее ко всему такому стейту нестабильному, из-за которой она стала рассеянной и попала в аварию. Она обычно очень diligent. Вот. Это слов очевидцев. Вот. Такая. Вот. И он там мангака, ну, комиксы японские рисует. Рисует обычные комиксы и японские комиксы. Это как Бов. Вот. Он отправляется в путешествие в Японию, где к нему пристает демон. Мара, от которого слово кошмары, собственно, и nightmare, ночная Мара. Демон кошмаров. Вот. И так как он болеет Кляйна-Левином, а спит он довольно много, демон, вкусно ест
питается его кошмарами. Мгм. И насылает ему кошмары, и питается его чувствами, точнее. Ну вот, типа такого, то есть это все придумалось, ну как-то вот, знаешь, как кирпичики, building blocks. Началось все, что я посмотрел видео на YouTube, а потом хоп-хоп-хоп, и уже вот это вот все получилось. Как? Да хуй его знает. Ну просто вот я об этом просто много думаю, много фантазировал. Ну, конкретно эта история, мне кажется, да, вызвана там тем, что ты прочитал, допустим, посмотрел какое-то видео на YouTube о Ну, болезни и так да. далее, но на это ты накладываешь какие-то Свой личный свои опыт, собственные свои переживания. Конечно, да. как у любой Свои кошмары там, и так далее. как и любой человек, это все равно это мой персонаж. Мгм, мгм, Это мои 30 там есть. мгм. Я боюсь потерять тебя, боялся потерять тебя, и поэтому он потерял. И что было бы, если бы вот я потерял, как бы, как я бы себя вел и так далее. Да? Мгм. И вот это вот, соответственно, отсюда началась моя, как мне кажется, сложно вспоминать, что было 5 лет назад, даже больше, 7 лет назад, но мне кажется, оттуда началась моя креативность. Я пытался отследить конкретно по переписке с Наташей, мне стало в какой-то момент интересно, откуда истоки, да, и вот это вот моя теория, что оттуда. Ну, я помню еще примерно в то же время мы с тобой путешествовали, и ты начал мне периодически рассказывать истории. Вот просто мы видим какого-то человека мимо проходит, и мне начинал рассказывать истории, выдуманные про вот этого человека. Это я просто кекал. Ну да, ты Прикол. кекал, но это было прикольно, потому что ты цеплялся за какие-то детали вот его внешности или в том, как он одет. Ну да, это... И да. типа раскручивал их. Моя наблюдательность. Да. Я просто человек наблюдательный с детства, Мгм. наверное, и могу делать эти предположения. И не Шерлок Холмс, проверять их не надо, мне просто по приколу было. Не знаю, видеть человека незнакомого, придумать за него историю. Ну, а кто он такой, что он занимается. А на самом деле, правда, нет, да никто не знает, кроме него. А мне просто по приколу. Я думаю, то, что иногда ты делаешь слишком много предположений. Начинаешь что-то обо мне предполагать, но... Ну, слушай, это нормально. Это мы так все по чуть-чуть делаем иногда. Вот. Когда я подумал заниматься своим творчеством, да, когда это просто скопилось уже значительную, прям я вижу, что я могу придумать что-то от начала до конца, но в середине, как-нибудь разберемся. И вот это, спойлер, было главной проблемой. Вот, про в середине как-нибудь разберемся. То есть у меня building blocks для, крошечки пути были, но именно полностью картины всей не было, путешествия всего, да. Но я тогда был молодой, не знал всего этого. И Наташе выплатили бонус, она говорила. И у меня на работе начались проблемы с коллегами. Мгм. Вот. В силу того, что я не прошел психотерапию, и стоило бы, конечно, пройти психотерапию, но этого не делал в 2017 году. Оставил все как есть. Проблемы с проектами, с финансированием. Ребята хотели делать другую игру, а вообще не детскую, следующий проект. Потому что детские проекты, они как-то шли. Не буду вдаваться в подробности. Это для отдельного видео. Плюс не ты хочу... частично рассказывал в своем интервью об этом. Щиток не хочу еще дополнительно устраивать. Поэтому я понял, что я хочу уйти. Мгм. И Наташе выплатился большой бонус. Решил попробовать. Было страшно, конечно, но не настолько страшно, чтобы не попробовать. Я больше боялся не попробовать. Мгм. Вот. Мне скорее это было страшно, что я проживу жизнь как-то по-другому и не попробую. Это мне всегда было страшно, если честно, по жизни. Когда я буду сожалеть о том, что что-то не сделал. Мне не страшно столкнуться с последствиями своих поступков, да, как страшнее этот поступок не сделать. Блин, ну вот это прикольно, да, то есть вот мы с тобой очень разные в этом, у тебя очень высокая толерантность к риску, да, и вот я помню, что очень часто, когда Юра приходил ко мне с своими идеями, они меня приводили в ужас в самом начале, типа, что ты хочешь сделать, типа, уйти с работы, сколько ты хочешь денег потратить там и так далее, вот эти вот все вещи, но с другой стороны, как бы, мне кажется, что это все сделало нашу жизнь интереснее, и тебя сделано интереснее как человека, потому что ты действительно пробуешь, и ты учишься на этих вещах. Вот. Но, да, я говорю, для меня особенно, сейчас я знаю, какой ты человек, я как бы, не ожидаю от тебя другого, но... Ебанутый. Нет, просто, как бы, да, мне кажется, что у тебя значительно выше толерантность к риску, чем у среднестатистического человека. Если посмотреть, немножечко отмотать пленку вперед, чем я сейчас занимаюсь, да, творчеством музыкальным, и я сейчас в процессе написания своего второго первого альбома, скажем так, вот, потому что мой первый альбом, который я записал,
он настолько личный и настолько концептуальный, что когда я его... Там было 3 песни, extended play, не полный альбом, а 3 песни на этом extended play, я понял, что если его выложу, люди просто подумают, что я ебанутый наглухо. И мне мой продюсер говорил, что я бы на твоем месте это первым не записывал, записал что-то попроще. Я его не послушал, сказал, нет, я, блядь, сделаю, как я хочу. Кек, по-моему, он тебе как раз Не, он сказал только одну песню. Окей. А 2 остальные... Самая ебанутая. Самые ебанутые. Но он просто по-русски не говорит, эта песня была на русском. Вот. И когда мы уже записали, история для клипов, мы записали песню уже готовая. Когда она полностью готова была, он ее послушал. И, говорит, расплакался. Где ты, блядь, раньше был? Почему раньше ты не мог почитать английский текст? Я тебе давал его, да? И я тебе говорил, о чем эта песня, я не знаю, но неважно. В общем, мой продюсер тоже не самый адекватный, как и я, человек. Мы с ним, два сапога пара, мне кажется, с ебанцой. А может, все музыканты ебанутые. Неважно. В общем, я записал этот альбом. Он рискованный проект. Я одну песню пилил 6 ебучих месяцев. Это очень много. Но на этой песне я хуже всего научился. Вот. И это большие деньги. 6 месяцев в студии. Много, как бы. И без Наташи сказал, что, блядь, скалируй меньше, да? Но благодаря того, что Наташа мне доверяет уже больше, значит, ну, после того, что я сейчас вам расскажу, Наташа мне доверяет больше, вот, она согласилась на это. И при этом этот альбом не будет релизнут, и я хуй знает, когда я его выпущу, потому что он слишком экспериментальный. А если вам интересно послушать, что я сейчас делаю, вот вам небольшой сник-пик. Я до сих пор рискованный человек в этом плане. Мне приходится убеждать своего продюсера, экспериментировать, говорить ему, что эта песня, вот надо ее сейчас записывать, она классная. И, возможно, не все песни, они сразу свет видят, но по итогу, когда я убедил своего продюсера работать, мы все получаем удовольствие. И он, и я, и звуковой инженер, который все миксует в конце. Вот. И мы согласны, что песня действительно, проект песни отличный. Может, людям, конечно, не очень понравится, но, по крайней мере, мы, блядь, получили удовольствие. Много удовольствия. Вот. И мы учимся, мы, в смысле, я учусь, они, скорее, учатся обо мне, работать со мной, учатся, узнают обо мне, в смысле, учатся работать со мной. Специфичный человек. Вот. Суммируя, что сказал, я рискую по сей день. Буквально на этой неделе я тоже рисковал. Когда мы работали над моей новой песней про Украину. Сейчас работаю над песней про Украину. Планирую ее релизнуть после вот этой песни, которая играла. Ее второй. Сделаю сингл, потом про Украину сингл, а потом, скорее всего, буду уже работать над альбомом. Так и заканчивать его, добивать. И возвращаясь, значит, от риска к страху оставить карьеру. Страх был, но не такой страх, как ничего не попробовать. У меня был больше страх оставления твоей карьеры, чем у тебя. Ты ж платила, конечно, у тебя был страх. Я просто ебанутый. Вот. Как мы просчитывали бюджет? Хуёво просчитывали бюджет. Теперь секция о том, что было, какие ошибки я сделал, какой урок я извлек, по сути. Да, достаточно большая секция. Проблема того, когда ты делаешь игру, а я хотел делать игру, собственно, да? Это... Видеоигру на компьютер. Вот. Или на консоли, все пойдет, там не столь тут важно. Идея была история, но я не геймдизайнер. Я знаю, как работает геймдизайнер, потому что я короткое время своей карьеры был геймдизайнером и много работал с геймдизайнерами, но я думаю, что у меня достаточно скилла. В общем, есть 3 ключевых параметра, как сделать игру. Время, деньги и мотивация. Если у вас есть время и есть деньги, то вы можете делать игру. Если у вас есть деньги и мотивация, то вы можете сделать игру. Потому что вы можете много денег заплатить, чтобы вы быстро ее сделали.
правильно? И вы этим заняться вообще не будете. Быстро кто-то другой будет делать, неважно, это не твое время. Да? Если есть мотивация и что там еще? И время, то вы просто 10 лет будете игру пилить. Вот, пока у вас не сгорит мотивация. Деньги и время без мотивации, это как? А вот деньги и время без мотивации уже сложнее, потому что ты без мотивации сложно уже делать игру. Ну да. Вот, ты доверяешь кому-то другому, у кого есть мотивация. Вот. Ну, это в смысле, ты просто инвестируешь в проект, да, по сути. Да, но ты не занимаешься ей, да? Ну вот, если вот не эти параметры, да, то все, не работает так. Вот. Ну, это, мне кажется, валидно вообще к любому проекту. Да, ну, типа, согласен, но просто как... Может, я какую-то банальщину говорю, да и хуй с ним, собственно, что я, блядь, Нобелевский лауреат по не банальщине. Вот. Да нет, ты все правильно говоришь, просто применимо вообще к любому, к жизни. Да. К ну и вот, соответственно, в какой-то момент времени у меня каждый раз что-то из этого проседало, да, то деньги, то мотивация из-за сложностей, да, время тоже, потому что время – деньги в моем случае было. Вот. И хотелось, и у меня горели сроки постоянно, что я проебывался, не укладывался в сроки. Ну, объективно бюджеты у нас с самого начала были маленькие. То есть не то, что у нас было какое-то безумное количество денег. Денег времени было не очень много. У нас не было, допустим, там, не знаю, богатых родителей, которые бы у нас инвестировали. Все деньги, которые у нас были, это были мои бонусы с хедж-фондов. И хедж-фонды платят хорошие бонусы. Справедливости ради, моя семья немножечко кстати. Инвестировала. Ну, чуть-чуть, значительно меньше, чем мы инвестировали. Конечно, но я эти деньги успешно проебал. Вот. И они знали, надеюсь, что они делают, но я их успешно проебал, прямо качественно. Вот. Как и ее деньги тоже, наши в смысле. Вот, все проебал. Ну так вот, получается, что проблема главная была, я не умел, я сам не специалист. Я не могу сделать игру сам. Если у меня был прям охуенный один скилл, как человека в команде, например, я либо рисовал охуенно, либо я был кодером, да, либо я полноценным full-scale геймдизайнером. Проблемы было гораздо меньше. У меня не было прикладных скиллов. Я был проект-менеджером. А проект-менеджер – это абсолютно бесполезная хуйня в этом случае, когда у тебя нет большого бюджета. Вот. Ты можешь какие-то вещи, ты можешь координировать, ты можешь много чего сделать. Но когда у тебя lack of skills в команде, это плохая идея. Тебе нужны какие-то hard skills. Ну, ты пытался быть сценаристом, ты пытался быть продюсером, ты пытался быть геймдизайнером. Я много чего делал. Если так собрать, то я много чего делал. И все делал плохо. Потому что не было достаточного уровня скилла. Если бы, например, я бы хорошо писал, излагал бы свои идеи. У меня была куча идей. Проблема в том, что когда я приходил там разговаривать со своими артистами 2D или аниматорами, да? Художниками, да? Проблем нет. Я им мог все объяснить, классно объяснить, записать, что-то мог конкретно ТЗ дать, да, но на этом все и заканчивалось. И результат был очень красивый, когда я беру свое творчество, объясняю другому человеку, как могу, она переваривает, они переваривают и показывают результат. Результат был классный, спору нет. Да, картинки были очень красивые. Вот мой первый проект, который я делал, это визуальная новелла. Мы пробовали разные стили ротоскопирования. Я помню, я прыгала, изображала демона. Да. Про мальчика из Литвы, которого не вселился, точнее, до которого доебался другой демон. Мне очень нравились демоны, но обожал я их. Ну, не знаю, безумно мне нравится, когда наш мир, в те времена, когда наш мир вторгивается, когда наша обычную размеренную жизнь вторгивается посторонние силы, от которых тебя не зависит. Ну, я как человек, который не прошел психотерапию, у которого все зависело от хуй знает каких-то непонятных факторов, не от меня, я любил, когда можно списать все свои проблемы на кого-то другого. На демона, например. Вот. И первый проект. Второй проект, когда я проебался с скалированием, понимая, что не выходит, был это пошаговый point-and-click. Визуальная новелла можно так не сказать. Point-and-click adventure, вот так это можно сказать.
пиксель-арт про человека, специалиста из некой компании в будущем, который погружается в человека в коме и выводит его из комы. Это такой премис общий. Вы играете за человека, который бывший private investigator, сейчас он работает в этой компании, выводит людей из комы. Спойлер, игра заморожена, так что я могу рассказать все, что угодно, потому что все нахуй забудут, если когда эта игра релизится лет через, блядь, сколько-то знает, когда все про это забудут. Человек этот маньяк, точнее так, это человек с раздвоением личности. Тот, который в коме. Который в коме. Есть две главных личности. Это человек изначально, который был, и человек, личность, которая родилась, когда он был ребенком, и которая потом развилась в маньяка. По крайней мере, мы так думаем, как игроки. Нам так подается все это. На самом деле, мы не знаем, что было на самом деле. Это все, может быть, все что угодно. Просто какой-то нарратив этих двух враждующих друг с другом личностей, которые так друг друга трит. Но официально игроку рассказывают, что это вот маньяк, а это вот личность. Там у меня куча была сомнений, что это хорошая идея, в принципе, делать эту игру именно такой, потому что это дискриминирует людей с DID, Dissociative Identity Disorder. Но из-за того, что не то, что мне особо плохо было, мне неплохо было, это неправда. Просто я старался осветить проблему и помочь этим людям. Конечно, цель была помочь этим людям, не сделать им хуже. Да? Я осторожно к этому подходил в написании сюжета и продумыванию сюжета. Я не считаю, что это плохой проект в этом плане. Считаю, что он полезный был бы. Потому что в конце он объясняет, что Dissociative Identity Disorder – это когда у людей происходит такая травма, что они диссоциируются с реальностью. У них раскалывается просто, их личность раскалывается, на несколько дробится. Насколько я помню, это не какое-то генетическое заболевание. Точнее, нет связи между генетическим каким-то заболеванием и этим. То есть технически я, если что произошло, что-то невероятное в детском возрасте, я мог кукухой поехать настолько, что у меня раскололась бы личность. Ну и я это описывал, соответственно. Единственное, мне кажется, что я переборщил, что эти личности друг с другом общаются, а они не могут общаться. Это скорее шизофрения, когда голоса в голове. Но это все-таки художественное произведение, и мы до конца не знаем, как оно на самом деле было, потому что все происходит в голове у человека в коме. Я даже эту историю рассказал Наташиной матери. Да? Как-то, да. Я забыла. Когда нам приезжали в гости в Литву. Что она сказала тебе? Думаю, она охуела. В усмерть. Какой я поехавший. Вот. И другие вещи. Ну, в общем, этот проект. И были еще проекты еще больше до этого, которым я даже первым, вторым назвать не могу, потому что они были... А я их разрабатывал, я как-то разработал с нуля от бога, да, до конечного персонажа, за которого ты играешь. То есть вначале просто был некий бог, некая сущность, которую мы называем богом, да, где ничего не было, вселенной не было, есть какая-то сущность в другом плане, не знаю, существования, который бог, и полностью создал всю вселенную, концепцию этой вселенной, и религию, можно сказать, хуй его знает что. Короче, все создал и довелось все до самых игровых механик. Я очень далеко там зашел. Но это был от первого лица roguelike. Это когда ты, если умираешь, начинаешь заново, у тебя сбрасывается весь твой прогресс основной. Вот. Короче, куча всего было. Неумение скалировать, неумение делать бюджет по-человечески, отсутствие хард-скиллов. И мне многие говорили: Юрий, тебе по-хорошему бы поработать в компании, но получить опыт, скилл какой-то, и уже потом заниматься собственным проектом. Прям отскалировать до твоих скиллов. То есть ты технически игру должен сделать сам, а ты, если добавляешь людей, это на концепт игры не сильно влияет. То есть, потому что много людей добавить не можешь. Вот. А скалировать в плане того, что просто делать меньшие проекты. Они у тебя были слишком амбициозные. Слишком амбициозный проект. Не до нашего бюджета. Нет. Поэтому я пришел к идее Extended Play первого, который все равно не выпущу, блядь. Но он меня много чему научил. Но я мог сказать, я буду только ебашить первый альбом из 10 песен. Все, даже не буду ничего подходить. Но нет, я концептуальный альбом, мини-альбом из 3 песен.
который за ним есть, концепция. Все, что я, по сути, все, что я хотел сделать в игре, я оплатил музыке. Научился в игре, я в играх, в геймдеве я имплементировал музыку. Потому что там еще этап писательства был, но про него мы говорить будем попозже. Но опять же, из-за того, что я слишком рискнул с первым Extended Play, ну, просто первым я не выпущу вторым или третьим альбомом. Вот. Но это уже прогресс. Альбом уже готов. Я могу его релизнуть сейчас, но я не буду этого делать. Потому что, мне кажется, оттолкнет от меня людей, нежели приблизит. Вот. Соответственно, у меня была команда ребят, которым я выплачивал зарплату. У нас был офис. Все мы это делали. И в какой-то момент мы практически сделали прототип. Я был очень близок, у Наташи закончились лафа с бонусами. Вот. И я сделал... Да вообще лафа с работой у Наташи закончилась. Да. Я ездил по конференциям, пытался найти инвестора, не очень успешно. Вот. И не нашел. Продюсера я сам бы себе денег не дал. Знаю сейчас. Со стороны, наверное, видно по мне было, что человек слишком амбициозный, слишком мало хардскиллов у него. Вот. Идеи хорошие были. Справедливости мне до сих пор они нравятся. Объективные идеи классные. Думаю, они бы выстрелили сами по себе. Как минимум, выстрелили в смысле как? Сама как идея, это довольно уникальная вещь. Такое я не часто видел. Есть разные интерпретации того, что я делал. Именно с точки зрения истории, да? Но я настолько намешал жанров туда и настолько постарался сделать это все интригующим, разнообразным, ambiguous, да? Насколько мог, да? Это скорее такая интеллектуальная головоломка получалась. То есть там, вот Кодзима так любит делать. Я еще там, да, собственно, Кодзима, гений, блядь. Этот человек меня сильно вдохновил. Один из тех вещей, который подтолкнул меня бросить все. Когда я поиграл в Metal Gear Solid 5, и я увидел концовку, у меня нахуй сломался мозг. Тот человек связал все свои предыдущие игры в какой-то такой таймлайн, и теперь это все типа make sense. Ну, люди, конечно, могут спорить, что 5-я часть, она довольно ебаная, но на меня она оказала невероятное впечатление. Вообще, в принципе, творчество Кодзимы на мою жизнь оказало невероятное впечатление. Толкало меня, сделало таким человеком, который есть в плане творчества, в смысле. Ambiguous, двухсмысленные вещи. Вот. И вообще, как можно больше смыслов заложить, чтобы это все не было какой-то чушью, билибердой. В любую вещь заложить несколько смыслов. Так устроена моя лирика в моих песнях. Как можно больше интерпретаций, насколько это возможно, и при этом сохраняя краткость, чистоту мысли и грамматику, само собой, чтобы это не была какая-то хуйня. Вот. На английском и на русском, собственно. На русском, наверное, все-таки чуть лучше, потому что у меня больше словарный запас, и мне нравится все-таки на русском больше писать. Но мой альбом последний будет полностью на английском, и там я придерживаюсь тех же самых принципов стихов. Так вот, случился 2019 год, я понял, что я его нихуя не вывожу. Ну, то есть все, Наташа рассказывала в предыдущем видео про карьеру свою и про психотерапию, смысла пересказывать нет, можно просто там глянуть этот момент. Я просто понял, что я не вывожу, я перестал сомневаться в себе как в человеке талантливом. Я долго себя убеждал, что на самом деле, что я действительно чего-то стою, как человек, который может что-то принести в свет новое, да, понял, что нет, я чмошник какой-то, который нихуя не сделал, проебал кучу денег, и такое ощущение, что, да, чему-то научился, но что с этим делать дальше, хуй его знает. На меня начались суицидальные мысли. Помимо всего остального, что в моей жизни происходило, это наложило такой нехеровый пласт на то, что со мной в жизни происходило. Вот. И я писал я был на стадии записи прощальных записок, написания. Я не уверен, что мне хватило бы прям смелости убить себя на тот момент, но если бы оно продолжалось еще 2-3 месяца или полгода, я уже не знаю. На тот момент, когда я пошел заниматься психотерапией, я не знаю, на каком этапе я был, но я думаю, что я бы не решился, хотя даже когда я писал записки, да. А вот если еще полгода продолжалось бы так, думаю, что, возможно, бы и решился, тоже его знает. И начал я заниматься психотерапией, где одна из важных вещей была, я пытался понять, что со мной, блядь, не так. Вот. И как оказалось, не то, что как оказалось, я пришел к выводу, то, что я не мог писать. То есть у меня задача, мне нужно писать сценарий к игре, дизайн документа или хоть что-то, да. Я садился, и мне не хватало мотивации или терпения, желания
возможностей, скиллов, опять же, писательских, чтобы написать что-то. Ну, то есть короткое ТЗ ты мог написать, Короткое ТЗ мог когда... написать, а саму историю, Да. что человек, типа, о чем игра, да? Люди, как правило, просят, покажи мне сюжет, хоть какой-нибудь, всю историю, да? Хоть как-то вкратце. Я сейчас понимаю, как это сделать. А тогда я представлял, ну, должно быть написано 200-300 страниц сюжета. И так люди и делают. Многие так люди делают. Которые AAA проекты делают. И не только. А может и не 300, и 1000, и 1500, и 10 тысяч страниц, как в Disco Elysium. Миллионы текстов, миллионы этих символов. Да? Десятки миллионов в некоторых случаях могут быть. Но десятки, не уверен, что десяток. Короче, я этого не мог. Неподъемно мне казалось, куча времени. И найти человека, который мне мог бы помочь в этом, тоже не получалось. Да? Я все думал найти копирайтера, который мне помог бы просто все это записывать. Я ему давал бы идею, он писал бы. Да? Какой-то некий медиатор между конечным вариантом и мной, моей башкой. Но дополнительные деньги. И как-то я уже начал договариваться с одной девочкой, но потом все закончилось. Может быть, кстати, если появились бы деньги, я бы с ней договорился, и мы продолжили. Но это ничему хорошему, мне кажется, все равно не привело. Потому что в первую очередь нужна была психотерапия. Вылечить беды с башкой. Психотерапевт мне помог писать, начать писать. Мне очень потом нравилось писать. То есть я начал с одной строчки в день и закончил это все 1500 слов. Это сколько страниц? Примерно 3 страницы А4. Обычная книжка маленькая. Ну, 6 страниц обычной книги. 6 страниц обычной книги. В разные проекты, это у меня был другой челлендж, писать в один проект, да, но тем не менее я писал по 6 страниц в день. Не работал на дядю, но я думал, что я релизну книгу. У меня была следующая моя страсть. Релиз книги. Вот. И потом мы узнали, что мы переезжаем в США. Я понимаю, что книгу дописать я не успею. А я начинал, бросал и так далее. Не бросал, откладывал, в смысле, замораживал другие проекты. И писал их одновременно. Но справедливости ради они тоже были очень большие. Амбициозные все проекты были. Книгу я тоже скалировать не умел категорически. Я писал маленькие рассказы, для того, чтобы чувство завершенности иметь, да, но именно вот все-таки отскалировать рассказ до 150 страниц, А4 или 150 страниц Это уже не рассказ, это уже повесть. Ну вот, что-то такое там, да. Мне все время хотелось романы писать, ебучие, новеллы, ну вот, как Стивен Кинг, которым я вдохновлялся в свою очередь. Не самый, возможно, лучший повод для вдохновления, но мне он нравился, это работало для меня, вот. Не самый лучший в смысле источник вдохновления. Мой психотерапевт помог мне достичь этих целей. Потом умерла собака, и я что-то нахуй вообще потек. С того момента, как умерла собака, я никогда не вернулся к твоему 1,5 страницы на 1000 день, даже когда мог бы технически себе это позволить. Уже имея работу в США, свободное время какое-то, я мог бы вернуться к какому-то. Максимально, что я, мне кажется, писал после этого, это 300 слов в день. Не страниц, в смысле, 1500 слов максимум, что я писал после этого, 300-500 максимум. А потом я, когда увлекся музыкой и начал работать с продюсером, в принципе, перестал писать. Вот, моя, скажем так, зона роста теперь. И вот это все, что я писал, например, 4 года длилось. 2017 по 2021, пока мы в США не переехали, я нашел работу в Samsung. Здесь устроился на работу full time. Ну, расскажи еще про психотерапию. Да. Как тебе это помогло? С карьерой? Ну, и с карьерой, и вообще. Психотерапия помогла мне помогла мне структурировать свою жизнь. Помогла понять мои зоны, где я отстаю, зоны, где я хорош, и когнитивно-поведенческая. Помогла мне закатать рукава и начать что-то делать. Я понимал, что мне нужен какой-то hard skill. Да? Hard skill, как минимум, писательство. Я начал в эту сторону работать. Сейчас я не уверен, что я прям полностью приобрел этот hard skill, да, но Наташа читала то, что я писал, и другим людям отдавал. В принципе, это неплохо. Наташа, она, как, конечно, возможно, типа моя жена, скажете вы, блядь, она же не будет говорить, что полное говно. Да нет, будет. Ну, хотя бы будет, да. Наташа будет, она достойный человек. Вот. Не то, что она хороший родитель, она, в смысле, может сказать полное говно. Вот. И я все еще планирую, надеюсь, что когда я стану музыкантом, я буду продолжать над всем этим остальным работать, когда мне появится больше времени, больше ресурса. Потому что время-то у меня и сейчас есть. Но когда ты настолько поглощен чем-то музыкой, да, мне сложно находить ресурсы для того, чтобы продолжать чем-то другим заниматься. Потому что у меня все время в голове музыка, текст, новые идеи для песен, идеи для
музыкальные идеи, отработка навыков, текущие проекты песен там, да, ну, в общем, полностью захвачен всем этим. Вот. Ну и плюс обучение тоже. Музыкальное обучение занимает время. После работы в Samsung, в смысле. И психотерапия помогла мне структурировать, то есть план составить некий, что следует зачем, да, и помогла учиться справляться с, как называется это, когда ты совершаешь ошибку, и понимаешь, что ты совершаешь ошибку, но ты продолжаешь double in, то, что Путин в Украине делает. Вот. Ну да, то есть ты можешь признавать, что вот это sunk cost, как в инвесторы говорят, что это то, что вы уже потратили, и его не вернешь. Да. Ошибка невозвратных потерь. Да, что это невозвратные потери, да, вот как раз невозвратные потери. Да. И начинаешь заново, то есть ты можешь просто забыть про этот проект, понимая, что он уже все не жизнеспособный, и пойти куда-то в другое место, вместо того, чтобы продолжать вкладывать еще больше и больше этих невозвратных ресурсов в то, что уже мертво. Это, что меня научила психотерапия, анализ, проанализировать. Мой опыт и психотерапия заставил меня это понять и принять. Вот. Мне кажется, что тебе самооценки добавила конкретно так психотерапия, потому что мне кажется, что, вот, допустим, бюджеты мы просчитывались, да? Я помню, как мы просчитывались бюджеты. То есть ты просто не досчитывал какие-то расходы, которые обязательные, да? И я не думаю, что ты этого не понимал. То есть я помню, что, вот, допустим, наши с тобой разговоры, да, когда ты, допустим, приходила и говорила, там, я посчитала, нужно столько-то денег, да. Я помню, что я всегда это умножала минимум на 2, лучше на 3 в своей голове и думала, есть ли у нас в 3 раза больше, чем ты сказал. И этого не хватало. Но каждый раз, когда я тебе поднимала этот разговор о том, что вот это ты посчитал, а вот это ты учел... Вот это говорила в своем видео, собственно. Да. Что я, типа, негативно реагировал. И просто хотел начать делать... Да, то есть мне кажется, что... Вот расскажи, почему ты так делал? Из-за страха не попробовать. Я просто хотел попробовать, посмотреть, не проверить некую идею. Да, ебаная хуйня, кто ж спорит-то, блядь, но мне просто очень хотелось. Я думал, что я справлюсь. Я думал, что я превозмогу и сделаю это. У тебя еще была такая идея, что вот если ты себя загонишь куда-то это вот такая в самую тупая хуйня, эту... просто пиздец. Это, блядь, просто обосраться такая тупая хуйня. У меня была идея с детства, которую помогала мне, психотерапия помогла мне опровергнуть. То, что я буду оверперформ, если я буду загнан в угол. Как Путин рассказывал, что про крысу там, да? Если там крысу загонят в угол... Ей нечего терять, и она будет, типа, кусаться и, в общем, да. Я как Путин. Сука. Да. Если так подумать. Плохо, короче, все это. А потом я помнил. Была песня там такая, как Путин. Вот, я был такой, как Путин. Скрепность проснулась какая-то, блядь. Короче, неважно. Это важно на самом деле. И это помогло мне вылечить. Психотерапия помогла оспаривать совершенно нежизнеспособные детские установки. А расскажи, что с тобой происходило, когда ты загонял себя в этот угол? Да, блядь, я просто в депрессию впадал, потому что, блядь, я нихуя поделать не могу, потому что объективно там много чего нужно делать, да, а у тебя сил нет, когда ты в угол загнан. Вот. Да, причем, знаешь, вот мне кажется, что провал такой концепции в том, что одно дело, вот если у тебя уже случилась какая-то жопа в жизни, да, и ты ебашишь. И другое дело, что я никогда не был в той жопе. Я всегда планку опускал ниже, 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 что должно произойти что-то еще хуже, и тогда начну делать. Я все время ниже, ниже опускал планку, заканчивая тем, что меня Наташа бросает, я оказываюсь в однушке и работаю где-нибудь в сфере обслуживания, и вот тогда я точно что-то сделаю. И это не вайбл, понимаешь? У тебя должна быть достаточно высокая планка, чтобы ты мобилизировался и делал какие-то... Не, во-первых, да, а во-вторых, я тебе говорила немножко о другом. Я говорила о том, что вот если у тебя сложились какие-то ебаные обстоятельства в жизни, да, и все, вот у тебя сейчас жопа, да, и ты понимаешь, что у тебя сейчас жопа, на тебе куча ответственности, и ты должен что-то сделать. Да. Вот у меня была такая ситуация в 2019 году. Я понимала, что, блядь, если я сейчас ничего не сделаю, то нахуй никто ничего не сделает. Ну, там еще был Ролан, который мне помогал. Но, да, мы просто уедем там в Россию и потеряем все свои документы, работу и так далее. Другое дело, когда
ты сам себе специально создаешь эту жопу. Да, я еще типа до идеи была то, что ты сам себя загоняешь. Да, в эту ситуацию. и с каждой вот эти вот, как ты говоришь, вот это пошагово, когда ты опускаешь планку, у тебя становится все хуже эта жопа. Да. То есть вот когда у тебя внешние обстоятельства, ты пытаешься что-то сделать. Наркоманами оказывается. Да, мне тоже так кажется. То есть, когда у тебя внешние обстоятельства, и ты понимаешь с ними что-то сделать, то у тебя с каждым шагом становится чуть-чуть лучше. Может быть, внешние обстоятельства опять тебя откатывают в какую-то жопу, но ты делаешь какой-то шаг, чтобы стало лучше. Да. А здесь ты, наоборот, делаешь шаги, чтобы стало хуже. Да, идейка полное говно. Расскажи, вот сейчас ты работаешь в том числе в офисе, да? Помогло ли тебе это с офисной работой? Психотерапия и soft skills для project менеджера. Да. Ебать, как помогло, потому что project manager это большая часть его работы, это soft skills. У меня были плохие soft skills, я бы не должен быть project менеджером. Какие конкретно? Плохие soft skills. Коммуникация, деэскалация. Деэскалация и эскалация. Да? И правильная коммуникация с плохим сотрудником на работе. Не плохим в смысле, а disruptive. Который мешает всем работать. Да. Саботирует процесс. Саботирует. Что нужно пошагово сделать, чтобы митигировать эту проблему. Да? Дальше какие софт-скиллы помогли мне на психотерапии. Набраться терпения, чтобы не совершать тупые импульсивные поступки, о которых ты потом будешь сожалеть. То есть у тебя есть техники, как ты можешь себя успокоить, да? Потом вернуться к конфликту и разрулить его. Вместо просто человека хуями покрыть и сказать ему либо ты, либо я нахуй, понял? Вот, Так делал? Да. И продолжил потом работать с этим человеком. Да. Project Manager у меня был говно. Ну и в принципе, если у меня были проблемы там с буллингом, да, я этот буллинг проецировал на работу. Когда буллинг на работе происходил, я не вывозил, да, потому что я не знал, как с ним бороться, буллингом. А психотерапия помогла. Вот. Соответственно, те проблемы, которые у меня с детства тянулись, которые мешали мне работать, я их исправил. И стал гораздо лучше специалистом. Вот. И учитывая, что с 2016 года я не работал проект-менеджером, в 2021 году я стал работать спустя 4-летний перерыв, да, и по идее должен быть же гэп большой, профессиональный. Но менеджер 2016 года я и менеджер 2021 года я в Samsung это два разных человека. И по идее, если бы я был менеджером вот тогда вот там, думаю, у нас бы все гораздо лучше было. 100%. Вот. Но я не могу и не хочу путешествовать в прошлое. Ну да. А еще, мне кажется, тоже вот еще одна вещь с психотерапией, это про твое нетерпение. Тебе хотелось, вот как, типа, бюджет ты не досчитывал, потому что тебе хотелось вот, типа, вот это вот желание, типа, страх не попробовать. И вот также у тебя было какое-то безумное нетерпение, то есть нетерпение сделать что-то, на что у тебя нет ресурсов. И на долгий срок играть. Да, и нетерпение сделать, типа, здесь и сейчас. То есть тебе хотелось какой-то масштабный проект сделать как-то очень быстро. Ну да. Ну да, детская хуйня тоже, опять же. И как ты с ней справился? Понял, что так не работает жизнь. Unless у тебя папа миллионер, который готов бесконечно бабки вбухивать. Или у тебя есть, не знаю, миллионы. Ты просто... Ну, даже, и причем даже не только это, даже если у тебя есть деньги, ты можешь проебаться, потому что ты не можешь просто взять, как-то 9 программистов за месяц не родят одного ребенка. Как simple as that. Ты можешь, просто так не работает. Вот. Может, у тебя есть какие-то советы тем, кто хочет начинать какие-то творческие Конечно, вещи, есть. проекты? Во-первых, в моем случае я просто хотел, у меня изначально была такая, я хочу все сделать. Я типа и фильм хочу снять, и, блядь, книгу написать, и игру сделать, и альбом, и все, да, меня распирает идеи. Поэтому я везде успел себя по чуть-чуть приложиться. Потому что я про справедливости ради, я все это и делал так или иначе, ну, притрагивался. Я там и чуть-чуть режиссерством занимался немножко там. Не режиссерством, в смысле, а делал короткие клипы и так далее. То есть, ничего не делал, мне кажется, не рисовал в жизни. Что прям вообще не делал. Ну да, потому что это всегда была Индра, которая офигенно рисовала. Ну, у меня были помощники, у меня были артисты, художники. Но прям вот чтобы я что-то вот не делал, мне кажется, я практически все. Не глиномесил, привет, Аркаша. Вот.
к сожалению. Вот, и не рисовал. В общем, изобразительное искусство как-то мимо меня прошло. Вот. А так я много чего попробовал в жизни. Если у вас есть желание заниматься творчеством, советую попробовать, да? Попробовать каждое что-то по чуть-чуть и посмотреть, что вам больше всего понравилось, да? Когда понравилось что-то, или если у вас есть немножечко больше, скажем так, предусмотрительности, а меньше рискованности, как у меня, например, сделать игру, да, это прям огромный длительный процесс. Годы, да. Написать песню гораздо меньше. Написать песню с помощью AI еще меньше. Написать песню в жанре, где бард, человек, гитара, вменяемое время занимает. Хип-хоп практически даже и музыкальный скилл, именно непосредственно музыкальный, технический скилл не нужно, потому что хип-хоп можно сделать с помощью диджитал. Да? Вот. Просто скалировать как можно меньше. Первый проект должен быть максимально маленьким. Насколько это возможно, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Любой первый проект должен быть маленьким. И потом, когда уже получился этот маленький проект, он полностью готовый, либо сделать такой же маленький проект, либо чуть больше, но незначительно больше. Правильно скалировать свои способности. Да? Если есть возможность найти человека с такой же, как у вас, мотивацией, если ваше творчество подразумевает совместную работу, найти партнера, который также горит делом, как и вы, да? Советую найти партнера. С партнером всегда будет легче. С некоторыми сложнее, с некоторыми путь разойдется, но вообще, в принципе, работать не одному чаще всего приятней, продуктивней и больше можешь чего сделать. Плюс 2 головы всегда лучше, чем одна. Не всегда, чаще всего, потому что нет человека, который будет вас тянуть вниз, его придется как балласт сбросить. Или вы будете балластом, вас бросят, более мотивированный человек, да? Но это какой-то опыт взаимодействия. Нет, человек мотивирует, знаешь, даже какая-то ответственность появляется, больше ответственности. Потому что ты кому-то чего-то. Да. Если у вас уже есть hard skill, да, вы, например, художник, но вы ничего своего не делаете. Я таких людей знаю лично. Та художница, с которой я работал, потрясающая художница. Одни из примеров ее работ. Она отлично брала мою идею, переваривала ее через себя, и получился результат. Но сама свою идею ей вообще не интересно было. Это как люди, которые учатся играть музыкальных инструментов, и у них даже нет хотелки написать что-то свое. Если вы человек, который уже имеет hard skill, да, и у вас проснулось желание делать что-то свое, опять же, не хочу вас discourage, но да, например, с маленького проекта начинать, да. Во-вторых, миксовать жанры. То есть у вас уже есть hard skill, вы можете что-то делать. Вы можете попробовать делать что вам нравится, но мой вам совет – экспериментировать с разными жанрами, потому что это заставляет вашу думалку думать. И плюс это чаще всего результат вас самого удивит, насколько это классно получится. Когда вы делаете... Потому что сколько я работаю с своим продюсером уже больше года, я слышу, с чем он занимается с другими людьми, да, когда они в жанре работают. Очень классно получается. Кантри красивый там он делал, или там хип-хоп, довольно неплохо. Но это все настолько ванильно похоже на других, да, не стендаут. Хотя само качество очень хорошее звука. И тексты, может быть, откровенными, но это не стендаут. А если вы будете мешать что-то, это поможет вам быстрее расти. Потому что это сложнее задача. Ставить себе более сложные задачи. Как человеку с хардскиллом. Человек, конечно, который только учится, ему и тоже можно, но ему сложнее. Ему попроще по задаче. Но если вы уже человек со скиллом, ставьте себе сложные задачи, так вы будете больше расти. Одна из этих сложных задач – это смешение жанров. Прикольно. Ты сейчас говоришь, как обучение в Амазоне, знаешь. Там одно из таких онбординг обучений говорит о том, что команды должны быть как можно более диверсифицированные с точки зрения опыта, который есть у людей. Потому что люди с диверсифицированным опытом могут производить что-то необычное, что-то новое, что-то креативное. Именно за счет того, что, допустим, если у них есть опыт работы в другой сфере, или если у них есть опыт жизни в другой стране, или если у них есть, я не знаю, какой-то опыт того, что они принадлежат к каким-то меньшинствам и так далее, они проецируют вот этот вот свой личный опыт и в обычный бизнес-процесс сформированный.
А ты говоришь, да. да, о чем-то подобном в творчестве. Да, и, наверное, еще пока не забыл, не бойтесь делиться с людьми. Я понимаю, очень, мне вот заняло безумное количество времени начать делиться, но чем дольше, чем быстрее ты начинаешь делиться, тем быстрее ты получаешь фидбэк, и тем лучше получается продукт. Либо ты понимаешь, что этот человек нихуя не соображает, может, не стоит с ним делиться, а ты не столько этого времени потратил. Мысли, что вот я с ним поделюсь, он мне даст просто разъебейший фидбэк, и будет классно. А потом ты в итоге приезжаешь к нему, показываешь, он вообще какую-то хуйню. Абсолютно человек не в адеквате. Ну, ничего полезного Ну, не человек сделал. может просто, И типа, не не его cup of tea, интересоваться не его этим. cup of tea, абсолютно похуй ему на это. Вот, а ты рассчитывал, ожидания. Вот. Ожиданица, все портит, блядь. Ну и вот, и чем больше вы людям начнете показывать, чем больше собирать фидбэка, тем лучше будет. И не оттягивайте с этим. Получается, что и все. Спасибо, Юра. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Может быть, отвечу, может, нет. Если хорошие вопросы будут. А если не хорошие, она ответит. У нее больше терпения. Юра кокетка. Да. Спасибо вам Ты большое. просто охуел. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч. Да, до встречи на следующей неделе. Если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Рада вас видеть. Пока. Покедова.